все профессии важны, но пресс-менеджер особенно важна, конечно. Чем пресейл отличается от сейл? 3 буквы. Сложно объяснять простыми словами. А действительно ли ему нужен умный стакан? Он хочет, но это не всегда то, что ему нужно. Накидали вопросов, ответов нет. О, да. Важно не скатиться в эту продажу любой ценой. Фу, там неудачник. Только здравый смысл как бы нам поможет. Это правда, да, ребята у нас крутые, это правда. Никто не гарантирует, что на том конце провода тебя воспримут и твои идеи так, как ты это себе представляешь. Всем спасибо, расходимся, архивируем канал и не забываем. Всем привет! С вами проект «Кто такой?». Сегодня мы поговорим о пресейле. У нас в гостях будут Лена и Витя, пресейл-менеджеры. Мы узнаем, как проходит процесс оценки проектов, в чем сложности командной работы на данном этапе и как не выгореть, когда из 10 твоих пропозалов выстреливают только 2. Внимание на экран. Вить, привет! Привет. Спасибо, что ты нашел время посетить нашу крутую студию Совтек ТВ. Сегодня поговорим о пресейле. У тебя такая смешанная роль. Бизнес-аналитик в пресейле, но мы рассмотрим все-таки твою позицию как пресейл-менеджера. Да, именно с этой стороны поговорим. Первый вопрос каверзный. Чем пресейл отличается от сейл? 3 буквы отличают вас. Такая большая разница. Да, такая разница. Такие разные судьбы, я бы сказал. Расскажи, пожалуйста, про судьбы пресейл и сейл. В чем отличие коренное? Коренное отличие на самом деле в зоне ответственности, скажем так, да. То есть если мы рассматриваем продажу, есть 2 таких крупных и важных аспекта, да. Это бизнесовая составляющая, условно говоря, это то, за сколько мы продаем, да, на каких условиях, какие-то иные моменты, связанные там с расчетами и со всем остальным. И второй, как бы, наверное, там, краеугольный, да, вопрос, это что мы продаем. И вот в этой связке сейл-пресейл, как бы пресейл отвечает за техническую составляющую, то есть непосредственно за то решение, которое будет презентовано и продано заказчику. Окей, то есть вы именно оцениваете техническую разработку? Оценка — это одна из, скажем, это одна из стадий, одна из этапов. Как бы прежде всего важно, понять и выработать то решение, которое поможет заказчику решить его проблему, закрыть его потребности. То есть главное выработать. Прежде чем что-то продать, что-то ненужное, нужно сначала придумать что-то ненужное. То есть мы стараемся как бы с учетом всей информации, которую нам удалось собрать по ходу обработки, предложить ему то, что, скорее всего, оптимальным образом поможет ему достичь его целей. Вот. Хорошо. То есть смотри, это делает пресейл, Да. а сейл? А сейл уже, грубо говоря, опять же, тут нельзя рассматривать это как итерационный процесс, что как бы вот сначала было яйцо, потом курица, да, или наоборот, как бы. То есть все это в любом случае тимворк, или, по крайней мере, как бы мы к этому тимворку стремимся. То есть, следовательно, это всегда наша какая-то совместная работа, да, и коллаборация, так или иначе. Но если как бы смотреть в целом, ребята из сейлы, либо наши аккаунт-менеджеры, уже на основании того решения, которое мы выработали, презентовали, да, там, провалидировали заказчикам, они уже должны его каким-то, наверное, с наилучших точек зрения, как бы, скажем, преподнести и убедить заказчика в том, что как бы, то есть мы наиболее подходящий вендор для их проекта, да, и то есть те условия, это как бы они хороши не только для нас, но и выгодны для них. Вот, Прекрасно. то есть наше решение придумать, их задача продать. Смотри, давай теперь поговорим про конкретные этапы работы. Давай. Именно в пресейле. Вот сработал маркетинг, сработали какие-то аккаунт-менеджеры. Условно пришел лид в пресейл. Так. Как этот лид вообще выглядит и что за процесс происходит между тем, когда вы высылаете пропозал? Что вообще происходит в этой коробочке? Ну, ты же понимаешь, что мы иногда можем даже не выслать пропозал, да? То есть и ничего. Я не знаю. Да. Выглядит как бы он по-разному. Аспектов много, ведь у нас запросы разные довольно приходят, да, то есть ты говоришь, сработал маркетинг, это действительно могут быть какие-то ребята с рынка, это могут быть какие-то референсы сотрудников, да, текущих клиентов от тех, с кем мы когда-то работали, ребята там переходят в другие компании, в итоге приводят нам новые, как бы, да, запросы, и это все, конечно, здорово. Следовательно, состояние тоже может очень сильно различаться. Грубо говоря, компания стартап, которая есть там идея и горящие глаза, как бы, да, и никакой документации, как бы очень такое сомнительное представление о том, что конкретно они все-таки хотят, и, наверное, при этом весьма скромные бюджеты, это одно дело, да. Солидная компания, у которой там многомиллиардные обороты и примерно есть понимание о том, какой продукт они хотят вывести на рынок, это другое дело.
И тут надо понимать, что как бы там и сама продажа будет немножко по-иному структурирована, потому что, как бы, как правило, там вовлечено больше людей, которые будут на той стороне принимать решения, как бы, да, это тоже очень важно. Как правило, есть какой-то input, да, он может быть разным, он может быть большим, может быть как бы маленьким, может быть детальным, может быть вообще без каких-то там преференций, скажем так, к технологиям и к чему-то еще. Следовательно, что необходимо нам в первую очередь, как бы, да, и опять же мы говорим всегда о коллаборации, о тимворке между сейлами и аккаунтами и пресейлом. Мы должны понять и, условно говоря, зафиксировать problem statement. То есть, а что конкретно, вот пришел заказчик, как бы, да, и как бы говорит, вот я хочу там, не знаю, а сделайте там мне, не знаю, умный стакан. Это хорошо, но, как правило, мы должны понять, а действительно ли ему нужен как бы умный стакан, и нужен ли умный стакан тем, кому он собирался его предлагать, да? То есть вы не делаете подслепую, условно, клиент сказал, я хочу умный стакан, и вы побежали это, как, наверное, кто-то делает, мы стараемся как бы, я имею в виду в других компаниях, но мы стараемся такой практики избегать. То есть как бы, крайне важно, грубо говоря, смотреть между строк, если так можно выразиться, и действительно вычленить, что является проблемой, то есть что мы решаем вот как бы этим продуктом. Не потому, чтобы как бы там переубедить заказчика или отговорить или там, дать ему каких-то идей, а скорее просто для себя, чтобы понимать, как бы, как дальше он будет принимать решение. Потому что, как бы, не всегда заказчика можно переубедить, да, то есть если он считает, что он действительно хочет это, как бы, какие бы там наши аргументы не были, не всегда можно его, наверное, переубедить. То есть, условно говоря, первый этап — это вот именно постановка problem statement, да, то есть что конкретно мы решаем. После этого начинается работа над выработкой решений. Понятно, что по ходу это могут быть какие-то дополнительные сессии по элиситации, уточнению каких-то требований, да, это может быть в формате, когда мы предлагаем какой-то, да, то есть постепенно approach, и как бы частями или полностью его валидируем для того, чтобы в конечном итоге перейти к тому, что действительно устроит как бы обе стороны, да, то есть и нас, и их. Вот. Именно на этом этапе уже идет подключение и сбор команды обработки, потому что, в самом преселе у нас люди, да, то есть разных, да, ролей, да, и специализаций, то есть, как бы, опять же, повторюсь, да, то есть я, наверное, больше как аналитик, иногда выполняющий роль пресейла, но у нас есть и пресейл-менеджеры, и есть solution-архитекторы, да, в принципе, которые могут закрывать как некоторые вопросы, связанные с мобильной разработкой, да, так и разработкой каких-то бэкэндных сервисов. Вот. Но, как правило, все равно мы привлекаем людей из продакшена, которые не работают у нас на выделенной основе. Как правило, это просто свободные ресурсы, которые сейчас как бы, по тем или иным причинам не заняты, либо те, кто обладают необходимыми компетенциями, потому что понятно, что как бы, для каких-то вот проектов специфических, где нужны как бы либо определенный опыт как бы, да, в прошлом, либо какая-то узкая экспертиза, то мы, естественно, как бы будем привлекать те ресурсы, не которые свободные, которые нам, скорее всего, нужны. Да, которые по крайней мере, с ними консультироваться. То есть, в эту команду могут входить абсолютно разные ребята. Все зависит, на самом деле, от того, в чем проект. Как бы, если мы говорим там каких-то IoT там, решениях, либо смарт-вещах, то, естественно, там будут, скорее всего, ребята из hardware, firmware департаментов, да, плюс, ребята из мобильных, да, и соответствующих, да, бэкэндных. Бэкэнд и веб. Да, вот тут вот сейчас пауза. Вот эту команду, которая там, то есть у вас есть некий запрос, вы понимаете, нам умный девайс, нам все нужны, например, мобильчики, и веб, и фирмвар, и хардвар, все. А как вы эту команду собираете? Вы идете к ресурсникам, просите ребят? Как вы определяете конечно, команду? Это не только ответственность как бы, ресурсного менеджера. В принципе, естественно, все члены команды, они могут считать, кого еще можно привлечь. Там, условно говоря, если архитектор видит, что чтобы закрыть какой-то вопрос, ему нужно проконсультироваться с кем-то из прода, то, естественно, мы как бы идем к ресурснику соответствующего, да, нашего коллеги, как бы, и просим его выделить на каких-то условиях для этой консультации. Потому что не всегда они доступны, естественно, некоторые могут быть на проектах. Но вообще, как бы, да, это решает команда пресейла, кого еще нам нужно для того, чтобы это сделать. И тут важно понимать, что как бы, нужно стараться, по крайней мере, соблюсти баланс между тем, сколько эфортов, да, мы вкладываем, и что в итоге мы хотим получить. Необходимо стараться обработать запрос как бы, да, минимальными ресурсами. То есть, максимально эффективно, минимальными ресурсами. Да, но это в том числе Мгм. значит минимальными ресурсами, где это возможно. Собственно говоря, для этого у нас есть архитекторы, которые могут закрывать, скажем так, довольно широкий спектр вопросов, чтобы, с одной стороны, валидировать как бы тот инпут, который может прийти от команды из прода, а с другой стороны, как бы его готовить для того, чтобы им было проще, и они потом тратили меньше времени на подготовку. Почему это важно? Потому что как бы, мы же все-таки коммерческая компания, и, наверное, неплохо было бы зарабатывать деньги. Да, не только оценивать. Хоть иногда, да. Вот, бывает. да, и поэтому только здравый смысл как бы нам поможет. То есть, условно говоря, если проектом на
3000 часов потенциальный, как бы, да, то там вкладывать там 200-300 часов, вложив 200-300 часов его в обработку, мы фактически как съедаем всю маржу, как бы, которую мы на этом проекте реально можем заработать. Да? По большому счету, как бы, хорошо, если мы выйдем в ноль. Это инвестиции компании, условно, да? Это хороший вопрос, как это рассматривать. Как... Скорее мы, ну, я бы, по крайней мере, тут скорее это моя точка зрения, мы как бы как центр затрат все-таки, да, то есть мы напрямую не приносим прибыль, да, Да. то есть селзы как бы это центр прибыли, да, и аккаунт-менеджеры, они продают, то есть мы как бы не продаем, то есть мы, по сути, накладные расходы, которые компании необходимо понести, наверное, для того, чтобы продать то, что в конечном итоге не приведет к убытку, потому что, как бы, естественно, мы можем, грубо говоря, вырезать пресейл, да, как, ну, что там сложного. Да. Пошел, как бы, балпарк какой-нибудь, Запулил за 2 дня. отсюда до обеда предоставил клиенту, наверное, кому-то это устроит, да, но опять же есть как бы риск того, что, во-первых, в ходе разработки выяснится, что как бы случилось непоправимое, да, и Забыли что-то. что-то забыли, либо не так поняли друг друга, ну, это же бывает. Клиента будет как бы осадочек, да, и мы как бы ничего особого не заработаем. Вот. Именно поэтому и нужен пресейл. Служить таким мостиком, да, между какими-то хотелками глобальными заказчика, да, или не мостиком, фильтром, да, и тем, что попадает в конечном итоге, ну, в продакшн, да, в продакшн, именно уже в разработку, и в каком виде это попадает. Смотри, вот, допустим, delivery просмотрел, Да. все окей, вы отправляете клиенту, мы называем это proposal. Там что, vision and scope или vision and scope потом? Что примерно вы отправляете, в идеале, когда вы что-то отправляете? Давай начнем с того, что мы теоретически можем ничего не отправлять. И это как бы вообще идеальный вариант, когда тебе не нужно отправлять. На самом деле к этому надо А что? стремиться. А как? Ну, посмотри, клиенты разные, приходят и с разными запросами. Да, Да, не всем естественно. нужен пропозал, да, как бы, и плюс разные люди, как бы, и в Минске, в Хьюстоне, да, и в Мюнхене под пропозалом понимают разные вещи, да. Вот, отлично. Вот. Копнули мы хорошо. Я бы сказал, скрыли ящик Пандоры, ну ладно. В общем, то есть идеальный вариант, это когда мы в принципе, ничего не отправляем, то есть это, как правило, и не отправляем в принципе. То есть гораздо, вот тут важный момент, что с точки зрения, наверное, такой customer intimacy, да, и как бы коммуникации, важно и полезно не просто отправлять что-то, а именно презентовать. То есть, как бы, да, потому что Окей. ты понимаешь, как бы, с одной стороны, естественно, мы стараемся, как бы, и там куча людей участвует, как бы, да, проверять там, да, текст, но как бы никто не гарантирует, что на том конце провода тебя воспримут и твои идеи так, как ты это себе Как ты представляешь. Да. хочешь. Поэтому, как бы, желательно, чтобы команда, ну, то есть продажи, как бы, это АМ и сейлзы, как бы, да, и пресейлы, они все-таки презентовали то, что они подготовили, для того, чтобы там сложилось, как бы, однозначное восприятие того материала, как бы, который мы пересылаем. Да, это вот важно в первую очередь. То есть вы, Во-вторых, это некая презентация, которую в идеале вы рассказываете во время... Это, вот, да, это может быть по-разному. Это могут быть просто озвученные цифры и просто как бы архитектура с нашим аппроучем, как мы себе это видим. То есть нет такого какого-то золотого стандарта, что это всегда должна быть там презентация на 500 там, слайдов и все, которые там вряд ли кто-то будет читать, или если начнет, то, скорее всего, запутается и что-то придумает там все другое. Такого нету. Опять же, это все зависит от ситуации, от контекста, от времени, которое есть как бы, да, у команды для того, чтобы что-то подготовить от того, кому мы это будем презентовать, потому что ясно, если мы презентуем это для какой-то, условно говоря, там, например, Lenovo, ну, там, 15 или борда, там, да, ну, условно говоря, компанию, которая будет, там, знаешь, там ряд стейкхолдеров, Да, которые, да. грубо говоря, в обработке не участвовали, но они там будут, то, конечно, это будет, скорее всего, что-то такое более фэнси. Ну, чтобы как бы это просто было красиво, и мы показали, какие, то есть, в общем-то, мы там молодцы. Хорошо. Вот. А если там поменьше команда? То как бы это просто могут быть какие-то ключевые данные, опять же, в виде презентации, либо просто в виде, ну, пропозала какого-то текстового файла, либо просто как после, ну, знаешь, презентованные, отправленные потом просто имейлом. Продублировано. Да, это все индивидуально, как бы нету чего-то такого, что вот прям мы готовим это и это. Это опять же все зависит от характера, от того, что необходимо, от того, что поможет в конечном итоге клиенту понять, что мы ему продаем. Скажем так. Окей, то есть вы индивидуально ищете подход. Да, это всегда индивидуально. Так как мы аутсорсинговая компания, то скорее мы всегда говорим о каком-то, ну, индивидуальном подходе к каждому. То есть как вот, знаешь, бесполка костюмы, как бы, которые именно вот под себя сшиты. Окей, я поняла. Тогда возьмем такой аспект. Бывает ли сложно, вот, ну, то есть вы накидываете вопросы. Я про сложных клиентов. Да. Для вас, наверное, возможно, для вас сложно, когда трудно получить информацию. Вот вы собрались, там 8 человек оценивают, тратится бюджет компании, накидали вопросов, Да. ответов нет. Что значит сложный клиент для пресейла? Ну, в том числе то, что ты как бы описала, как бы с частью таких клиентов большинство.
Да? Да, которые, ну, так или, ну, или иначе не на все вопросы могут ответить. Так, естественно, это создает сложности. Варианта два, на самом деле. Если мы видим, что там клиент, ну, или мне, по крайней мере, хотелось бы верить, что их два, что есть как бы второй путь, путь дисквалификации. Если мы видим, что как бы заказчик, грубо говоря, там, ну, Не отвечает, не хочет. неадекватно идет коммуникацию, не знает, не хочет, не может, какие-то другие причины, то, конечно, те инвестиции, которые, грубо говоря, времени, да, команды, которые мы потратим, они никак не отобьются. Это понятно уже на ранних этапах. Лучше как бы это бросить, чем как бы потом там горевать над, не знаю, там, Потраченными да, деньгами. там, сотнями часов, как бы, ну, Да. которые никому не принесут пользы. Вот. А вариант второй, если мы считаем, что мы должны продавать, это нам интересно, то, конечно, тут уже как бы надо думать, как из этого выкручиваться. Опять же, повторюсь, это значит, что, скорее всего, мы можем в какой-то другой форме пытаться те же вопросы задавать. Это, опять же, могут быть какие-то предложения с нашей стороны, какие-то диаграммы, архитектурные схемы, какие-то, не знаю, в другом варианте оформленные, в виде оформленные, да, артефакты, просто для того, чтобы, ну, найти тот способ, которым ему будет удобно коммуницировать. Хорошо. Вот. И либо да, либо нет. Условно говоря, делать бинарный выбор. Тут важно погружение каждого участника в то решение, которое мы формируем, так как это основная задача. По поводу каких-то самых сложных моментов в твоей работе. Вот на твой взгляд, что самое сложное, вот именно если в пресейл менеджер? Ну, это лично мое как бы мнение, да, Да. точка зрения, это умение, точнее, не умение, а, как сказать, способность убедить там коллег сказать нет. То есть мы должны продавать, да, для того, чтобы мы росли, для того, чтобы мы там достигли своей там стратегической цели, и для того, чтобы ребята не сидели на бенче, мы должны продавать, да, но при этом важно не скатиться в эту продажу любой ценой. Если мы потратим время на какой-то проект, который, ну, по крайней мере, выглядит стрёмно, да, так это назовем, то значит, что мы не потратим время на какой-то другой проект. А значит, что потенциально мы упустим как бы... Другой, да, или, например, возможно, если мы как бы другой обрабатываем проект, который потенциально принесет нам... Миллионы. Мы можем про деньги вообще говорить? Там, нет? Ну да, Да. чё? То есть если как бы мы тратим деньги на проект, который нам в потенциале принесет как бы, ну, там, 70 тысяч или 50, как бы, да, а в это время не тратим там, на проект, который там может принести нам больше, смысл этих, да, то есть мы, с одной стороны, вроде можем продать, но как бы мы не продадим, значит, что мы не продадим что-то другое. Что другое крупное. Вообще там, да, вопрос денег, он, наверное, самый такой важный, возвращаясь к тому, вот ты говорила, там, почему а где сейл, Да, как бы, да, да. и что есть как бы какая-то бизнесовая составляющая, как раз-таки крайне важно вообще понять на максимально ранних стадиях, еще до проблем стейтмента или наряду с проблем стейтментом. Это, правда, не пресейловая работа, как бы, да, но то есть иногда мы ее делаем, скажем так. Да, это мы пытаемся выяснить все-таки бюджетное ожидание, как бы, да, заказчика, потому что важно понимать, на какой стадии он сейчас находится. То есть он просто пришел как бы вообще по рынку походить, спросить, а сколько это реально может стоить, Да. или у него как бы есть как бы кэш, и он инвесторы. готов его куда-нибудь слить, как бы, и кэша лучше в этом случае это будем мы, чем кто-то другой. Однозначно. Если мы это можем сделать. Да. Конечно, ведь вопросов просто нет. Сказал, что у вас стрессовая работа. Я знаю, что бывают ночные колы с заказчиком. Ну и да, у так нас как-то далее. была презентация с Крисом, когда мы ее делали. Мы там не выиграли, к сожалению, да, но это в целом был такой интересный экспириенс. Там очень много людей было занято в подготовке, в обработке. Это была презентация, которая была, господи, в 3 ночи, по-моему, там, или в 2 ночи, что-то такое. В общем, мы как бы после работы поехали в Рестик, там поели, попили и вернулись на презентацию. Нормально, стрессовая работа. Нет, понятно, что нелегкая. И последний такой вопрос. Если бы... Представь, что ты, вот у вас какой-то сейчас в обработке проект, куча людей задействована, вот твоя команда на пресейле, вот ребята из прода, ты там где-то delivery менеджер, вот они тебя сейчас все смотрят. Что бы ты им сказал, что бы ты пожелал со стороны именно пресейл менеджера для улучшения командной работы? Я обращаюсь к команде, в том числе пресейла, которая участвовала в Нет, работе. вот у тебя есть не твои коллеги пресейл-менеджеры, а вот у тебя есть некоторая команда, допустим, у вас пришел какой-то проект в оценке, понял. условно этот умный матрас. Вот у вас там сидит 6-7 человек, 8, delivery менеджер, ты, прод, и вот вам надо коммуницировать вместе, взаимодействовать, и с учетом каких-то тебе уже знакомых сложностей и так далее, что бы ты пожелал вот этой команде, которая работает над оценкой какого-то проекта Так. со стороны пресейл-менеджера, чтобы улучшить ваше взаимодействие и максимально улучшить эффект, в смысле результат вашей работы? Есть что-то такое? Хороший вопрос, что, ну, как бы, что им пожелать. Тут скорее не пожелать, а как бы, наверное, это такая просьба, что ли, там, идея, что, как бы, ребят, без вашей самодачи, то есть, во-первых, мы это вряд ли продадим, во-вторых, это, ну, вашу работу за вас никто не делает, поэтому, как бы, то есть, ну, важна максимальная отдача каждого участника. Надо понимать, что, как бы, вы делаете это не для меня, не для кого-то еще, вы делаете это для компании, для ваших коллег, которые потом, собственно говоря, с этого проекта получат свои замечательные зарплаты. Бонус на Новый год.
Прекрасно, прекрасно. Спасибо тебе, Витя. Идеально мы с тобой вписались. Да. Дай 5. Я тебе желаю классных, интересных проектов, меньше стресса по возможности. Но без стресса тоже было бы не так интересно, правда? У вас очень драйвовая работа, мне кажется. Да, Такая лучшая работа движушная. в мире, как Однозначно. сказали герои одного фильма. Ленок, привет. Привет, Света. Я рада, что в который раз ты со мной в интервью, но первый раз в студии нашего официального Софтек ТВ. Сегодня с тобой говорим о пресейле. Исключительно твой взгляд на свою работу, на профессию в целом. Поэтому не стесняйся, говори, как ты видишь, как есть. С большим удовольствием. Спрашивай. Пресейл-менеджер в Софтек — это вообще кто? Что он делает? Какова его ценность вообще в компании? Очень большая ценность. Все профессии важны, но пресс-менеджер особенно важна, конечно. Помнишь старосту в школе? Конечно. Вот ты должен и с одноклассниками быть на одной волне, и с администрацией. И ты такой как бы проводник между ними. И как я чувствую пресейл, это такой проводник между продакшеном, нашими техническими ребятами, и сейлзами. Ты должен и немножко технически соображать, и должен уметь поговорить, и это немножко про бизнес, и ты должен и там быть своим. А если касательно обязанностей, то к нам приходят запросы, лиды, либо opportunity, как они у нас называются, и генерируют сейлзы. Это либо апсейл какой-то, либо сами написали клиенты на сайт, либо это реально официальный тендер там, на 30 страниц. Сейл заводит тикет и приходит за помощью в пресейл. Говорит, нам нужно клиенту ответить. И вот здесь как бы end-to-end цикл, английские словечки. Нормально, нормально, все понимают. Мы изучаем, то есть мы даже квалифицируем на первом этапе. Мы можем, прочитав, более технически сказать, нет, ребят, мы за это не возьмемся, это вообще не про нас. Если же все хорошо, обычно мы подключаем техническую команду, ну, соответственно, мобильное приложение мобильщиков, веб-разработка по интересам. Ну, по интересам, нормально. Ходим на звонки к клиенту, это Q&A-сессии, генерируем пропозал, это называется пропозал, но предложение, то есть оцениваем и делаем итоговую презентацию. Рассказываем нашим сейлзам это все, и в том числе мы присутствуем при презентации клиенту. И также мы присутствуем при обсуждении бизнес-стратегии, как подать, на что давить, ну, с учетом каждого клиента, учитывая нюансы. То есть я бы сказала, такой цикл от начала до конца. Потом мы участвуем в подписании SW, если проект выиграл. Делаем staffing request. Это значит, мы просим людей и передаем knowledge transfer в delivery. В принципе, здесь наши обязанности заканчиваются, но они достаточно широкие. И с момента, как ты презентовал клиенту свое предложение, бывает очень много так называемых follow-up активностей. То есть, очень хорошо, а вот пересмотрите это, а больше подробностей здесь. Они могут растянуться и на месяц, и на 2. И это тоже какая-то дополнительная работа. Ты каждый раз с командой дорабатываешь, приходишь снова к клиенту, снова доносишь, пытаясь как-то максимально совместить то, как мы, что мы можем предложить, и то, что нужно ему. То, что хочет клиент. Хорошо. Вот команда. Я бы поправила, не то, что он хочет, а то, что нужно. То, что нужно. Не всегда хорошо. Клиент, он думает, что ему нужно, но это не всегда то, что... Он думает, что он хочет, но это не всегда то, что ему нужно. Вы еще выясняете то, что ему действительно нужно. Да, иногда правильно? мы привлекаем бизнес-аналитиков, иногда сами, но вот суть пресейла на первом этапе выяснить бизнес-проблему и понять, что же мы решаем. Иногда даже клиенту надо объяснить, что же мы решаем. Бывает. Ну, бывает, почему Но нет? так даже интереснее, я бы сказала. Хорошо. Если бы все знали, что хотят, было бы не такое многообразие. Ну, не так творчески. Хорошо, вот собралась, пришел запрос, тебе в основном передали в работу, ты собрала команду с помощью ресурсных менеджеров, ответственных людей. Да, все верно. И вы готовите некий пропозал клиенту, да, вот в процессе этой работы. Вы генерируете вопросы, созваниваетесь, снова генерируете вопросы, вот это все. Какие тебе, как специалисту, нужны скиллы hard и soft, чтобы вот этот весь процесс прошел успешно? Так, ну, касательно hard-скиллов, это в основном Microsoft программы. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Ну, из основных для презентации или для оформления буквами, словами, текстом. А касательно софт-скиллов, я бы даже сказала, что в целом эта профессия на софт-скиллах. Это, конечно, очень много коммуникации. Не так много, как у продавцов, у sales.
Но мне кажется, 50-60% моего времени это, если не коммуникация с клиентом, это коммуникация внутри команды. Но это постоянные какие-то звонки, можно посмотреть наши календари, сплошные какие-то инвайты, митинги на 15 минут, на 2 часа обсуждения более детально. То есть, так, первое, это коммуникация, я бы выделила. А во-вторых, это, как это говорят по-английски, problem-solving skills, способности и умение решать проблемы. Вот начиная от того, что заказчик не всегда понимает, что хочет, заканчивая какие-то проблемы внутри команды. Например, технические специалисты и сейлс-специалисты не всегда не придерживаются одной бизнес-стратегии. Тут вот нужно третье качество — это умение вести переговоры. Даже если отбросить клиентов, то важно уметь переговариваться внутри команды и генерировать какое-то общее видение. Когда нет общего видения, когда рассинхрон, это очень чувствуется на звонках. Ну и, конечно, это недопустимо и непрофессионально, например, устраивать какие-то дискуссии на звонке. Вот очень важно договориться. А договориться сложно, когда техническая команда, например, что-то понимает и говорит, что это действительно сложно делать, а сейлс-специалист говорит: продадим, давайте продадим, сделать же можно, давайте. И ты пытаешься им объяснить. Вот, наверное, четвертое качество здесь скажу, очень важное. Качество как у учителя. Сложно объяснять простыми словами. И, соответственно, наоборот, возможно, какую-то простую мысль сейлза донести более технической команде, что конкретно требуется. Ну вот да, наверное, 4 основных софт-скилла. А в плане технологий, то есть вы же читаете требования, какие-то спецификации, насколько глубоко вы должны понимать технологические аспекты? Ну смотри, как бы так по классике, пресейлс-менеджер, он про технику. Это должен быть технический специалист с техническим бэкграундом. В лучшем случае это какой-то университет технический, либо какой-то опыт на прошлой работе. Ну, на практике. Да, на практике. Конкретно у нас в отделе есть пресейлс-менеджеры менее технические, например, я, к моему сожалению. Есть менеджеры более технические, которые разбираются больше в деталях, в нюансах. В идеале, конечно, ты должен глубоко понимать предмет. Но в неидеальном случае, как и в моем, хватает менеджерских активностей. И вот мне эта работа интересна тем, что ты каждый раз чему-то подучиваешься. То есть ты хватаешь какую-то одну тему, копаешь ее, хватаешь какую-то другую тему. А как насчет того, что вы много делаете, много оценок, много подготавливаете, но не все выстреливает? То есть эмоциональное выгорание, вот это, не знаю, чувство бессилия, ты такой: ну я же это делала, оно не выстрелило. Как справляться с выгоранием, с каким-то, может быть, отчаянием, которое все равно может наступить? Ты права, выстреливает мало. То есть я бы даже сказала 2 из 10, может 1 из 10. Я бы посоветовала сделать так, как делала я, фокусироваться на том, что выстрелило. Проектов много, это очень хорошо. Они идут друг за другом. Вот, да, я понимаю это выгорание, о котором ты говоришь. Например, случай, про который я рассказывала, ты приходишь опустошенный на утренний делик, свободный, сбросил этот проект, а тебе говорят: о, Елена, ты сегодня свободна, вот тебе еще 2 RFX. Спасибо, сейчас все почитаю. Сейчас глаз становится. Да, все правильно, глаз поправлю. Но, как показывает практика, вот ты занимаешься проектом, думаешь: ой, ну я так все знаю, ну вообще вот меня 80 лет спроси, я все отвечу. Проходит неделя, кто-нибудь там, аккаунт-менеджер, стучит: о, Лена, там фоллоуап активность по такому-то проекту, ты сидишь: что за проект? Ну, и ты реально не фокусируешься на этих проигрышах. Тем более, что проигрыши у нас никто не выходит, не вешает там красную тряпку, не кричит: фу, там неудачник. Наверное, так бы я их больше запомнила. Они проходят в каком-то рядовом режиме, хоп-хоп, как книжку. Прочитал, закрыл. И не всегда результаты мы узнаем вот как только сдали. Да, естественно. Это отложенное действие. Иногда мы узнаем постфактум. Ну, конечно, уже боль утихла, ты вспоминаешь: что там, ну, окей. Поэтому я стараюсь фокусироваться на выигрышах, и вот они меня греют. Вы выигрыши отмечаете шампанским, дискотекой, условно, если бы не удаленка, пицца. Но все-таки это же на ваших плечах технические ребята из сейлов, там, деливери менеджера, вытащенный
кусок еды для компании. Вы как-то это отмечаете? Да, это к сожалению, мы не отмечаем, но это отличная идея. Надо Виктору Новикову, руководителю пресейлс отдела, надо предложить. Я знаю, где его найти. Хорошо. Набирай. Наберу. Обязательно напишу, потому что это важно. Потому что Да, ты это правда должен важно. удовольствие какое-то получать за свои труды. Ты очень много вкладываешь. И Я бы даже сказала, не на все проекты. Бывает действительно там не самые важные проекты Да. или обсцены, но вот на самые крупные, действительно выстраданные. Выстраданные, Мне да. кажется, это отличная идея. если вернуться к самому процессу обработки пресейл запроса, то есть вот приходит, вот вы его собрали. Как дальше происходит работа в команде? Просто по этапам расскажи, чтобы мы все понимали. После того, как мы уже все Ой, ну в презентовали, смысле приходит... расходимся. Как вы расходитесь? Это мы быстро. Разойтись, да. Все, спасибо, расходимся, архивируем канал Да, и не забываем. Нет, я имею в виду, вот пришел лид или opportunity, приходит сейл, говорит, так, все, Лен, берем в работу вот это. Какие этапы до того, как вы клиенту презентуете proposal, что проходит? Но опять же, не приходят сейлс, они говорят, Лена, возьми, они идут к нашему руководителю, Виктору да. Новикову, говорят, Виктор, выдели нам, пожалуйста, кого-нибудь. Они могут высказать свои предпочтения. Например, если я делала прошлый RFX на Epson, то там логично, что на следующий Epson есть смысл взять меня, потому что я банально в теме, да. Мне тратить время на knowledge transfer. Да, утром дейлик в 11:30. Да, Виктор смотрит, кто дежурный, кто свободен, у кого свободная касса. Who's absent today, спрашивает. Да, Who's on duty да, today, и дает нам ссылку на тикет. Ну, бывает, вкратце рассказывает, бывает, нет. Мы идем, читаем тикет, смотрим, кто аккаунт-менеджер, и у нас первый синк с аккаунт-менеджером. Ну, какую-то предысторию, что, да как, что было показано. А после этого, если лид квалифицирует, ну, обычно флоу такой, мы понимаем, что это за техническое направление, я иду к соответствующим ресурсникам. Например, в Embedded, в хардвару или фирмвару, или еще в веб бывает многофункциональные предложения. Вот недавно у меня было предложение для компании Xil Energy, они занимаются электромобилями. Там была фирмвара, там была хардвара, там было 2 мобильных приложения, Android и iOS, там была веб-разработка, и там был бэкэнд. Да, Ну, то есть всё, это было full просто 6 просто. технических Фарш, специалистов. полный Да, это фарш. был полный фарш, да. И ты Как идешь. справляться с фаршем, да. Идешь. Приятно у нас, ребята, нормально, но сначала надо всех этих людей получить. Собрать, Да. Получили, мы создаем канал в Slack, всех добавляем в тикет, всем делаем сабтаски и поздравляем с этой прекрасной возможностью вместо продакшена поучаствовать в RFX активностях. Все, Да. конечно, всегда рады. Все начинают читать документы, изучаем, и после этого у нас общее обсуждение, и в том числе с аккаунт-менеджером. Ну, обычно аккаунт-менеджеры стараются посещать наши мероприятия хотя бы в shadowing mode, ну, смотреть, как идет работа, слушать какие-то вопросы, которые возникают. Мы определяем, что в RFX так, что не так, если у нас сомнения. То есть, например, на этой стадии, когда все собрались, Да. мы можем его даже дисквалифицировать. Это редко бывает, потому что сейлзы тоже проходят свою разработку, но мы можем сказать, ну, вообще не к нам. Окей, расходимся. Запечатываем канал, расходимся, да. Закрываем тикет. Вот. Но обычно мы смотрим, где у нас белые пятна, чего нам не хватает для того, чтобы сделать оценку. Мы подготавливаем вопросы и идем на Q&A-сессию. Она одна или две, бывает несколько. После этого оцениваем, делаем несколько ревью-циклов. А обычно возникают всегда какие-то вопросы. Вот что-то оценили, а вот здесь вот не совсем так. Давайте привлечем, здесь есть нюанс, давайте привлечем еще одного специалиста. Давайте у нас и так 10, давайте 11-го, да, что нам. Подробно расписываем assumption, я даже не знаю, как на русский это перевести. Это наши как бы Допущение. допущения, да, это наши допущения при проработке пропозала. Когда все готово, мы собираемся уже с delivery менеджером. Это называется delivery sign-off. Он проходит все оценки, проходит все наши допущения и говорит, согласен ли он, потянет ли это прод. Например, проектный менеджер на 1/4 ставки, а delivery менеджер говорит, нет, тут Мало. точно наполовину, да. То есть проходим еще один цикл ревью, и только вот после того, как все циклы пройдены, обычно до сдачи, ну, полдня-день, тут как там мой выход, и я начинаю делать презентацию до утра, да. Да. Вечером закончишь и до утра. Ну, что в презентации? Вот все должно быть очень comprehensive, понятно, что мы презентуем. В идеале еще надо и пройтись по презентации. Чтобы Надо кто-то из успеть, продакшена посмотрел. Ну, чтобы кто-то еще Чтобы проревил, те, кроме кто тебя. презентует, да, видели эти слайды, мы снова собираемся команду уже более узкой. Это Sale, обычно аккаунт-менеджер, сейл,
пресейл менеджер и иногда технический специалист, если действительно сложное решение или мы предлагаем какое-то сложное решение. Снова звонок, снова мы идем с нашими слайдиками, распределяем, кто что рассказывает, все презентуем, получаем какой-то фидбэк. Ну и дальше вариативность. Либо ждем, либо клиент пропадает, либо, вот как я рассказывала, длительная фоллоуап активность. А подправьте тут, а если мы вот это уберем, а если без тестирования? А нет, а давайте все-таки стестируем, но так. То есть какие-то бывают дополнительные активности. Да, в итоге ты уже берешь другие RFX, и потом постфактум узнаешь, выиграли мы, не выиграли. Бывает так, что клиент, например, спрашивает совершенно другое. Так, здесь я все поняла, теперь еще на суппорт. Вот мы оказываем Customer Care, департамент. А давайте еще вот это мне оцените. Ты быстренько, но это считается уже даже не RFX, это follow-up активность. Ты быстренько, еще маленький пропозал на 5 страниц. Сдаешь, перекрещиваешь, и ждешь результата. Закрываешь канал, когда закрываешь канал. Расходимся, закрываем канал. канал. То есть иногда надо как-то, иногда больше акцент на коммуникацию с клиентом. Именно, например, это посмотрел один начальник, потом будет смотреть его начальник, потом его начальник, его, и ты с одними и теми же документами везде ходишь. А иногда так, иногда кого-то надо переубедить. Если клиент, например, в твоем решении, что-то ему не нравится, ты знаешь, что ты прав, тогда это тоже несколько сессий переубедить. То есть тут уже вариантов развития масса, но логическое завершение ты презентовал первый раз, это вот логическое завершение. И в случае выигрыша ты участвуешь в подписании SOW. Участвуешь для чего? Просмотреть еще раз скоп работ? Да, там всегда есть скоп работ, всегда есть условия такие, как гарантия, называется bullshit review, то есть я обязательно проверяю скоп работ, над которым я работала, а на bullshit ты там смотришь гарантии, какие-то общие термины, payment, чтобы под что-то не подписали, что точно не подойдет. SOW просматриваете? Просматривает пресейл менеджер, его создает аккаунт менеджер, это первое. Потом смотрит пресейл менеджер, второй. После этого смотрит проектный менеджер, который будет деливерить проект. После этого смотрит delivery менеджер. После этого смотрит head of delivery management. Если на каком-то этапе была несогласованность, возвращаешься на предыдущий этап, согласовываешь. То есть это, это занимает обычно 2-3 дня. Если проект выигран, то вы проводите knowledge transfer, передаете в продакшн. Как это происходит? Мы в целом собираемся, какой был запрос. Мы показываем мы их называем deliverable, то есть то, что мы предоставили клиенту. Это либо это документы с оценками обязательно и с нашими этими допущениями. Это обязательно презентация. То есть, по сути, скоп, который мы должны сделать, срок, который мы показали, и каким составом, это называется ресурс-план, то есть сколько человек, сколько часов на каждого человека мы планировали. Окей. Обычно при переходе в продакшн ребята еще пересчитывают, под себя. Они уже делают детальный план, детально людей. Иногда могут возникнуть вот на этом этапе несостыковки, что там чего-то, или при первом разговоре с клиентом они понимают, что какой-то кусок скопа упущен. Вот знаю, был такой случай. Передоговариваться по новой, уже прод оценивает эту часть. Обычно все происходит гладко, но вот тут тоже на этапе ревью бывает что-то еще возникает. Что-то может вылезти, да. Как всегда, человеческий фактор, да. Да. А если, получается, проект уже ушел в продакшн, они там начинают что-то делать, бывает ли такое, что вам еще какие-то вопросы прилетают из прода, например, уточняющие? Типа, что там было RFX? Лена, давайте ей напишем. Бывает, это скорее исключение с правил. Потом по завершению процесса мы проводим ретро по RFX, что было сделано хорошо, что плохо, вот этой большой командой. И теоретически мы должны проводить еще ретро с деливери через месяц, 2, 3, как у них все идет, все ли совпало с тем, что предложили мы. Но пока вот второе ретро это такое только теоретическое, мы еще не ввели на практике. Но ретро после каждого RFX обязательно. Где кто налажал, где, наверное, стоило по-другому себя вести. Да, ты знаешь, бывает очень полезно. Ты обычно учишься всегда на ошибках. А кто это оценивает? То есть вы получаете фидбэк от клиента, на основании чего вы это проводите? Нет, мы собираем с нашей внутренней командой, и приходит руководитель пресейла, обычно еще Виктор, и мы обсуждаем из разряда, что мы предоставим. Это после того, как мы знаем статус, выиграли или проиграли. И мы всегда знаем причины, почему мы проиграли. Аккаунт-менеджер их выясняет. И вот мы такие-то причины. Вот нам иногда открыто сказали, один раз открыто сказали, нам все нравится, мы бы вас выбрали, но это ваше улучшенное предложение. До этого вы пришли с немножко другим. И вот оно нас смутило. То есть прямо открыто говорят. Мы стали обсуждать, почему мы вообще с ним пришли,
так-то, так-то. И вот в следующий раз, когда был похожий проект, вот ребята из команды так и сказали, что, ой, слушайте, очень попахивает тем, что было. Давайте-ка, вот, чтобы такого не было, зададим какие-то вопросы, ну, чтобы не попасть в ту же яму еще раз. То есть, как по мне, это очень полезно. А вы делаете ретро под тем, что только проиграли, или под тем, что выиграли Под всем, тоже? что выиграли, что проиграли. Молодцы, Ну, это то, что хорошо. выиграли, мы всегда, мы красавчики, да, но всегда Не, понятно, находим всё равно. 4-5 пунктов, и где можно было сделать лучше, или сократить весь этот цикл, или как-то поступить сразу. Ну, Окей, хорошо. из таких ретро, извини, Давай. перебиваю тебя, иногда выходит даже тактика, как вести себя на аккаунте. Парочку еще вопросов на закуску. Когда, в каком момент ты можешь сама себе сказать: Ленка, ты молодец вообще, вот я тобой горжусь. Когда ты сама себе можешь сказать, что я сама собой горжусь, в плане работы, конечно. Хороший вопрос. Вообще себя редко хвалю, я больше придираюсь к себе. Я могу себе сказать, что я молодец, когда я красиво нарисую презентацию. Ну, мне бывает, вот ты сядешь, и вот, ну, вот прям эстетическое наслаждение ты получаешь. Бывает, вот, смотришь, там, ладно, как есть. Наверное, могу сказать, что молодец, когда вот ты разговариваешь с клиентом. Обычно, ну, когда немного людей, когда уже какие-то либо первые, либо последние разговоры, и ты понимаешь, что вот ты обосновал, твои обоснования приняли. Или вот что там, например, клиент был как-то настроен не очень хорошо, а ты ему просто спокойно, детально объяснил, и это было принято, и это в целом смягчило всю обстановку, установило какое-то доверие, как у нас говорится, траст. И такие, знаешь, мелкие проблески, они буквально так единичные, но вот иногда после таких звонков я сажусь и думаю, тут я была молодец. Возможно, со стороны люди думают по-другому. Но я про тебя да, вот спрашиваю, я чувствую, когда вот в чем-то отношение изменилось, или вот в чем-то давили, а я объяснила, и все, этот вопрос просто отпал. И вот я в такие моменты думаю, ну, может, не все потеряно, может, ты еще станешь там техническим специалистом. Отлично. Ну, проблески надежды должны быть в жизни. Согласна? Хорошо. Если представить, что сейчас сейчас сидит вся проектная команда какого-то крупного проекта, который вы оценивали. Именно не пресейлы, а вот прям все команда, именно оценки. Вот что ты можешь пожелать со стороны пресейл-менеджера, чтобы максимально улучшить вашу работу? Всей команде в целом, есть ли такое пожелание? У меня даже скорее есть не пожелание, а, может быть, просьба. Вот продакшену, когда мы приходим, я знаю, что ребята, кто работает в продакшн на проектах, ну, проект — это главное, это нормально. И когда мы приходим к вам с RFX, помочь, иногда отвлекает от проекта, я понимаю, что не всегда вам это даже интересно. Но если мы пришли к вам, вот это правда нужно. И я хочу сказать, что ваша помощь как специалистов нам очень нужна. Вы сами видите, какой я технический специалист. Ваши знания нам очень нужны, и без них мы не справимся. И поверьте, после каждого RFX мы садимся на дейлики, и не было еще ни одного дейлика, когда бы не похвалили техническую команду. Мы всегда рассказываем, а вот там Коля, а вот Женя, а какой он молодец, а как сработала техническая команда. Может быть, мы вам это не часто говорим, но правда, большое спасибо. Вы, как часть пресейла, если для вас это не обидно, неотъемлемая часть, без вас не было бы нас, я бы сказала так. Поэтому прошу понять и простить, если мы давим как-то со сроками, но кто, если не вы нам поможете. Так что спасибо всем, кто помогал, и всем, кто еще поможет. Я еще, думаю, ко многим приду. А вы еще не были, тогда мы идем к вам, да, как в рекламе было. Лен, огромное тебе спасибо. Ты просто вишенка на нашем торте сегодняшних выступлений. Дай 5. Я тебе желаю классной работы, поменьше ночных колов и стресса. И утренних тоже. И утренних тоже. Чтобы где-то вот к обеду и так вот немного. Да. Не, шутка, чтобы был хороший пайплайн, больше выигрывать, не выгорать, конечно, и максимально нарастить экспертизу. У нас есть у кого ее брать в плане Это правда, да. поэтому... Ребята у нас крутые, это правда. Да, все в твоих руках. Спасибо. Тебе Мы тебя спасибо, отпускаем Свет. на кол. На звонок, потому что да. 5 минут. Спасибо большое.